Привет, друзья! И вот уже прошло более 4 лет нахождения моего зуба мудрости в Кока-Коле. Поначалу я не хотел снимать видео через 4 года. Думал снять его, так сказать, на юбилей, то есть через 5 лет. Но так как вы постоянно просили меня об этом, и введя запрос на ютубе «Зуб в Кока-Коле», я заметил популярную тему «Зуб в Кока-Коле 4 года». Но видео на эту тему нет, так как я его еще не снял. Но раз такой поисковый запрос существует, значит вам тема интересна. Поэтому сегодня выполняю вашу просьбу. Как вы знаете, существует миф, что Кока-Кола способна растворять зубы за несколько дней. Но я в данном эксперименте доказал, что это не так. Кока-Кола не растворяет зуб не то чтобы за несколько дней, но даже и за несколько лет. Но тем не менее, с каждым годом зуб выглядел все хуже и хуже. Вот так выглядел свежеудаленный зуб, а таким он стал через 2 года. И эти 2 года он лежал в одной и той же Кока-Коле. Но так как по результатам опроса вы предложили налить свежую колу, то уже 3-й год он лежал в новенькой Кока-Коле. И даже после смены жидкости зуб не растворился, но претерпел существенные изменения в худшую сторону. В прошлом году я тоже решил провести опрос, и вы опять-таки предложили залить его свежей колой. Ну что ж, давайте посмотрим, что с ним стало спустя 4 года. После открытия банки никакого неприятного запаха не было, пахло Кока-Колой. Затем я ее перелил в тарелку вместе с зубом. Как мы видим, в тарелке присутствует много осколков. Это говорит о том, что зуб стал существенно разрушаться. По своей структуре осколки непрочные и разрушаются от малейшего прикосновения. Для сравнения, в другую тарелку я налил свежей колы, и как мы видим, она по цвету более темная. Думаю, это связано с тем, что зуб частично впитал в себя краситель. Сам же зуб стал абсолютно черным. На нем совершенно не осталось участков, хоть с какими-то признаками наличия зубной эмали. Я его просушил ватным диском, и давайте рассмотрим его поближе. Мы видим, что поверхность зуба неоднородная, присутствуют множественные повреждения. Все-таки за такое длительное время Кока-Кола нехило так его разъела. К тому же зуб стал мягким, почти как резина. Наверное, это из-за того, что он полностью избавился от кальция. Я хотел содрать с него немного зубной ткани, но так как она размягчилась, то корни сгибаются и что-то содрать становится сложновато. При постукивании уже нет никаких звонких звуков, все звуки глухие. Теперь можно проследить всю хронологию событий. Каким зуб был до, через сутки, через неделю, через месяц, через полгода, через год, через 2 года, через 3 года и через 4 года нахождения в Кока-Коле. Как видите, после того, как я стал менять колу на свежую, зуб разрушается гораздо быстрее. Зуб я обратно закинул в банку и опять залил свежей колой. Теперь уже, чтобы проверить, что с ним стало через 5 лет нахождения в этой жидкости. Ну а раз у нас пошла такая неаппетитная тема, то сейчас я вам расскажу о другом своем эксперименте под названием «Что стало с едой после длительного хранения». Это желе из Кока-Колы, которое хранилось более 1 года. Как мы видим, с этой стороны у нас появилась плесень. Также и со стороны горлышка, вот в этом месте мы тоже видим, что плесени очень и очень много. Видно, что там очень много плесени. Сейчас я отклею этикетку. И вот смотрите, что произошло с желе. Эту бутылку я просто разрезал пополам. И здесь вот внутри тоже везде было желе из Кока-Колы. Но со временем что-то произошло с этим желе. Оно, может быть, высохло, может быть, как-то испарилось. В общем, не знаю точно, что могло произойти с этим желе. Но, как мы видим, там внутри образовалось вот такое свободное место. И это место все практически стало занимать теперь плесень. Так что, в общем, как оказывается на практике, плесень очень и очень любит кушать Кока-Колу. Потому что она здесь, вот целая колония этой плесени появилась. Она здесь живет и очень хорошо себя чувствует. Видимо, Кока-Кола ей очень нравится. Возможно, даже эта плесень всю эту Кока-Колу и съела. Сейчас я попробую вытащить это желе. Ой, очень просто нереально сильно пахнет плесенью. Она вот начинает разбрасывать свои поры. Все очень сильно присохло к этой бутылке. Оп, так вытащилось. Ну и вот внутри мы здесь видим, какое просто нереально гигантское количество плесени образовалось. И эта плесень с удовольствием кушает желе с Кока-Колы. Ну и здесь вот оно не особо сильно высохло.
А вот эта вот часть желе, она превратилась в своего рода даже кока-кольную карамель. Это гранат, которому уже более 2 лет. Пролежал он у меня в холодильнике так долго, потому что я просто про него забыл. Лежал он в углу, и его даже особо было и незаметно. И потом, когда я посмотрел, сколько ему времени, то, конечно же, очень удивился. Вот еще даже осталась наклейка от магазина из него. И здесь написано, что это урожай 2017 года. А сейчас у нас уже 2019. Ну, почти, в общем, 2 года уже, как этот гранат был собран. Ну и давайте глянем, что же у него находится внутри. Снаружи мы видим, что он полностью практически покрыт плесенью. Некоторые места у него мягкие. Такого длительного хранения я, конечно же, никогда не встречал фруктов. Ну и вот здесь вот тоже очень-очень много плесени. Так, все, в общем, какие-то бактерии или кто-то это все поедает. Ну, надо сказать, что особо никакого неприятного запаха нету от этого граната. Он так особо даже ничем не пахнет. Ну, я думаю, что если бы его оставить еще на несколько лет, возможно, что он бы так вот и пролежал, и постепенно, может быть, даже весь и высох. Ну и вот если на него надавить, то сок, конечно, начинает выделяться. Внутри еще довольно-таки много влаги осталось. Ну, а теперь остается его только лишь выбросить в помойку. Это стаканчик, в котором когда-то был фруктовый био-йогурт. Дата изготовления 6 октября 2016 года. То есть можно сказать, что этому йогурту практически 3 года. Ну и вот как мы видим сверху, здесь образовались какие-то отверстия. Сам я специально здесь ничем не тыкал и эти отверстия не делал. Ну давайте же посмотрим, что находится внутри этого йогурта, которому столько много времени. Ну и как мы видим, весь йогурт практически высох. Так, это у нас здесь практически и рис какой-то, и по цвету, и по своей структуре очень жесткое вещество получилось. Так, а внутри здесь тоже все, в общем, засохло и приобрело вот такой вот цвет ириса. Хотя это фруктово-ягодный био-йогурт, и изначально он был такого бежевого цвета. Ну а по запаху он немножечко напоминает запах кофе. Не знаю, в общем, почему так произошло, почему пахнет кофе. Но, в общем, такие странные изменения произошли с йогуртом. А это у нас Activia от Danone. Натуральный био-йогурт с клубникой и земляникой. Изготовлен данный био-йогурт был 27 ноября 2016 года. То есть уже более 2 лет, как он находится в этой упаковке. И сама вот эта вот бутылочка, она немножечко так вот позжалась. Это говорит о том, что внутри, возможно, завелись какие-то бактерии, которые поедали этот вот йогурт, и его объем постепенно уменьшался, и сейчас там уже стало давление меньше, чем атмосферное. Хотя, с другой стороны, если бы там какие-то были скопления бактерий, то они должны были бы вырабатывать газы, которые бы повышали давление внутри, но, как мы видим, этого не произошло, и внутри все-таки давление стало меньше, чем атмосферное давление. Если побулькать, то мы чувствуем, что там булькает, то есть там внутри ничего не высохло, потому что все-таки эта бутылка закрывается герметично. Ну и давайте ее сейчас откроем и посмотрим, что же такое там внутри находится. Ну и вот я немножечко вылил этого йогурта. По своей структуре это обыкновенный йогурт. Так вот отдаленно напоминает запах йогурта. 100% вот так вот он не испортился, как я думал, что там может быть какая-то плесень или что-то появится. Этого ничего не появилось. Что случилось вот с ягодами, тоже в принципе ничего такого страшного не произошло. В общем, это говорит о том, что этот йогурт был герметично так упакован, и внутри находились только лишь хорошие бактерии. Никакой, скажем так, вредной флоры внутри не было. И поэтому здесь нету ни плесени, ничего, и ничего, в общем, не съело этот йогурт полностью. Его здесь осталось довольно-таки много. Это сливки жирностью 33%, про которые я забыл. Они у меня лежали в холодильнике в укромном местечке. Сделаны они были еще в 2017 году, сейчас уже 2019 год. Ну и давайте же посмотрим, что с ними стало. Поначалу, как мы видим, вытекает водичка. О! Здесь все загустело капитально. Так. Ну а внутри довольно-таки густая масса. Никакого неприятного запаха от этих сливок не идет. И даже спустя 2 года с ними особо ничего такого страшного не произошло. То есть, я думаю, даже если их сейчас съесть, человек не отравится. Но я, конечно же, есть и не буду эти сливки. Все-таки уже срок годности прошел. Если даже сейчас все перемешать, то вполне возможно, что
получатся такие же сливки, какие и были изначально. Так что, в общем, в такой герметичной упаковке ничего страшного с продуктами не происходит, даже после того, как срок годности вышел 2 года назад. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и всем пока!